километр. Отсюда начинается город. Это начальная точка отсчета дорожных расстояний. До столицы России всего ничего. 3621 километр. Мама, я в шахте. Среди всех российских городов Кемерово занимает 50-е место по площади и 30-е по численности населения. Добыча угля здесь началась еще в Российской империи, но только во времена Советского Союза она достигла рекордных масштабов. Несмотря на то, что в наше время роль каменного угля в мировой промышленности начинает постепенно уменьшаться, Кемерово и по сей день остается одним из мировых центров его добычи. Общие запасы ископаемого оцениваются в более чем 65 миллиардов тонн. Более половины всей добычи продается за рубеж, в основном в Японию и Южную Корею. Территория Кемеровской области совпадает с большей частью территории Кузбасса, Кузнецкого угольного бассейна. Поэтому в марте 2019 года Кемеровская область официально получила второе название на законодательном уровне – Кузбасс. Этим названием уже долгие годы охотно пользуются местные жители. А в следующем году, 6 июля, регион отметит свой 300-летний юбилей с момента основания. Среди всех городов, построенных на могучей реке Томь, Кемерово занимает второе место по численности населения. На первом месте стоит Томск, а на третьем – Новокузнецк, также входящий в состав Кемеровской области. Кстати, Новокузнецк долгое время опережал Кемерово по численности населения, и сейчас первенство у городов по количеству проживающих людей время от времени меняется. Музей-заповедник Красная Горка – это историко-архитектурный музей, созданный в 1991 году на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна. Появление музея в данном месте стало возможным благодаря истории геологического места Горелая гора, впоследствии названным Красная Горка, и сохранившимся памятником, свидетелем становления индустриального центра Сибири. Именно в этом месте в 1721 году было открыто месторождение каменного угля и, как выяснилось позже, самый крупный угольный бассейн страны, а в 1907 году основан Кемеровский рудник – первое градообразующее предприятие. На территории данного музейного комплекса у вас есть возможность спуститься в настоящую шахту. Следуя призыву Владимира Ленина, пролетарии всех стран, соединяйтесь, сотни иностранных рабочих строили светлое коммунистическое будущее. Представители 30 национальностей из США, Европы и Азии прибыли в далекую Сибирь помогать восстановлению разрушенной гражданской военной промышленности. У нас здесь проходят встречи с героями Кузбасса. Это люди, которые получили звание высокое, работая в шахте, в горняке. Да, действительно, во всей стране, наверное, может быть и в мире, Кузбасс, так исторически сложилось, знают как регион угля, металла, в общем, такой промышленный, серьезный центр. И это на самом деле так. Но помимо этого мы еще и невероятно туристский регион. Какие проекты у нас сейчас развиваются? Прежде всего, конечно, мы столица горнолыжного спорта России, горнолыжного туризма России. Во-первых, у нас на территории Кузбасса расположен горнолыжный центр «Шерегеш». Он второй сейчас по посещаемости после Красной Поляны. Но помимо Шерегеша у нас есть всего 12 горнолыжных комплексов, поэтому как регион мы, безусловно, занимаем здесь лидирующие позиции. И большие проекты, связанные как раз с развитием Шерегеша, это тоже один из наших приоритетов. Что вообще событийный туризм для нас, для Кузбасса, это очень важная составляющая. Шахтерская слава – это достаточно мощное спортивное событие. На него съезжаются борцы не только со всей России, со всего мира.
В прошлом году у нас, не соврать, по-моему, было 28 стран участников. Это там Япония, Штаты. Вот. В этом году формат поменяется. Шахтерская слава состоится, но она, скорее всего, будет преобразована и в формате открытого Кубка губернатора пройдет. Вот, потому что пандемия есть пандемия, мы там переживаем, Роспотребнадзор переживает. Вот, поэтому, скорее всего, это будет немножко в другом формате. Древнее святилище, скала с письменами. Около 300 рисунков. Древние люди нарисовали их, обращаясь к высшим силам, с просьбой о том, чтобы охота была удачной, чтобы детки росли здоровыми и счастливыми, чтобы у них в жизни все сложилось. И это, наверное, самое главное, что у нас есть. Ну и вообще, благодаря именно этой скале, благодаря этим наскальным рисункам, музей-заповедник и появился. У нас есть очень хорошая этнографическая экспозиция, посвященная коренному малочисленному народу шорцам. Мы думаем о том, как рассказывать про телеутов, еще один коренной малочисленный народ Кемеровской области. Мы строим сейчас Верхотомский острог, и там планируем большой экспозиционный комплекс про русских переселенцев, которые переселялись в Сибирь со всех концов огромной империи. Там можно будет встать за саху, можно будет действительно там поработать и в кузнице, и слепить какое-то гончарное изделие. Геологи сказали, такая как бы столб, такой он энергетический, очень такой положительный. А сейчас я покажу вам то, что многие даже не видели. Посмотрите на очертания этой скалы. Что вы видите? Ничего? А если я дам вам небольшую подсказку? Видите, когда мы наставляем телефон сюда, то видим здесь очертания старика. Согласно легендам, этот старик является духом данной горы. Оставим себе его на память. Томская писаница имеет статус официального представительства резиденции российского Деда Мороза в Кузбассе. Так что рекомендуем вам посетить данное место не только летом, но и вернуться сюда зимой. Сочетание рыбы, дичи и таежных приправ отличает сибирский стол от европейской кухни. Салат с 3 видами мяса под сливочно-горчичной заправкой. Потому что после трудового дня шахтера самое главное это вот как раз подкрепиться. Для этого и нужен наш ремкомплект. Секретный ингредиент этого салата, кто бы мог подумать, это зеленое тертое яблоко. Поэтому дает небольшую такую сластинку яблок. В нашем меню такие блюда, как салат с томленым мясом морала и папоротником, салат с пастрами оленя, таймень, приготовленный на гриле, нельма, муксун, строганина из нельмы, тайменя, чира и муксуна. В первую очередь, почему выбирают именно наш ресторан, это атмосфера. История каждого города складывается из всех без исключения событий, которые в нем происходят. Приехав в Кемерово, мы не могли не посетить новое общественное пространство, которое было сооружено на месте торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где 25 марта 2018 года при пожаре погибло 37 детей и 23 взрослых. В память о жертвах на площади высадили 60 сосен, а сам сквер назвали парком ангелов. Замысел проекта принадлежит американцу Джону Калвину Вайдману, уже более 10 лет работающему в России. Горожанами было принято решение сделать здесь не место скорби, а место памяти и переосмысления. В центре сквера, разделенного на игровую и прогулочную зоны, возвышается башня, символизирующая Кузнецкую крепость, с которой начинался Кузбасс. Камни, изображающие горы, добыты из местных городов. Самый большой, меняющий цвет в зависимости от влажности и освещения, весит 15 тонн.
В самом тихом уголке сквера небольшая православная часовня, где рядом с иконами список всех погибших при пожаре. В этом сюжете мы рассказали вам о столице Кузбасса, городе Кемерове. В следующих эпизодах мы вместе с вами исследуем один из крупнейших металлургических и угледобывающих центров России, важный экономический, транспортный и культурный центр Сибири – Новокузнецк. А также познакомим с Горной Шольей, регионом, расположенным в южной части Кемеровской области. За удивительную красоту природы этот благодатный край часто называют Сибирской Швейцарией. Не забудьте включить уведомления и подписаться на наш канал, чтобы узнать о выходе этих сюжетов первыми. Путешествуйте по России вместе с нами. До встречи в новом видео!